Так, всем привет, привет. Меня слышно? Если слышно, дайте плюсик, пожалуйста, в чат. Все слышно, отлично. Так, окей, если слышно. Блин, как мне делать? У меня второй монитор, блин, что-то не работает. Приходится теперь сейчас все в одном экране делать. Как делать? Вот так. В общем, сверну. Чат я пока не буду видеть. Сейчас. Нашел выход. Нашел выход. Так. Все. Можем начинать. Можем начинать. Спасибо, спасибо. Так. Так, начнем. Да, я вот как раз додумался, чат можно с телефона, включил телефон. Блин, никому не рекомендую покупать мониторы Pixel. Да, я вот как раз додумался, чат можно Просто конченые эти мониторы, блин. Так, с чего, где? Так. Окей. Неделю можем сделать вот так. Что у нас было, да? До начала текущей недели. Давайте начнем с этого момента. Что мы имели вообще, какую картину? Итак, прошлая неделя закончилась вот нарисовав такой вот график у нас. И сейчас давайте со старшего таймфрейма начнем. Так, на недельном у нас была вот такая картина. Мы пришли как раз-таки в диапазон. Да, название китайское, а производство узбекское. Наши местные умельцы блин, создали этот продукт, такую, блин, рекламу сделали, он 34, диагональ 34, ну, большой довольно-таки, окей, ладно, там еще 4К, все такое, блин, даже на год не хватил. Сразу, блин, приплыл. Сейчас думаю, лучше, если не получится его отремонтировать, думаю, сразу покупать Samsung Odyssey. Итак, наша предыдущая неделя, она как раз-таки пришла в диапазон вот этого rejection блока недельного. И
здесь получила реакцию, она закрылась выше эквилибриума. Так, это на недельном таймфрейме. На дневном что мы имели? На дневном мы здесь как раз-таки вот у нас сформировался Daily FEG. Вот он. И bias, вот этот вообще bias. Привет, привет. Месячный bias был шартовый. Этот анализ был подтвержден по Ибда Лукбек. И основываясь на анализ Ибда Лукбек, основной bias был в шорт. И поэтому, и вот как раз-таки вот этот low, это является ликвидностью 20 дней. И вот это все движение в первую очередь нацелено именно на этот sell side был. Но при этом движении цена, то есть маркетмейкер либо алгоритм создает здесь у нас daily FEG, и перед тем, как достичь этого таргета, с большой вероятностью мы знаем то, что имбалансы, они не остаются несбалансированными. То есть они как магнит для цены тоже. Они всегда притягивают к себе цену, и после ребалансировки цена начинает двигаться по своему направлению. И как раз-таки этот дневной имбаланс был основным моментом, да, ключевым моментом. Так, переходим на H4. На H4. На H4 мы можем сразу уже отметить наш dealing range. Сначала, да, некоторые ошибаются при определении рейнджа, рабочего рейнджа. Вот здесь на первый взгляд у нас есть один целый большой рейндж, да, на первый взгляд. Вот этот high и этот low формируют рейндж, и будто бы кажется это одно целое движение. Но, ребята, есть один тонкий момент, важный. Именно здесь большинство делают ошибку. Когда они измеряют рейндж таким образом, да, то если, смотрите, просто будем делить именно этот рейндж на премиум и дискаунт на 0,5, мы видим то, что этот daily дневной имбаланс приходится как раз-таки на уровень эквилибриума. Да? И обычно, если пой находится на пересечении с эквилибриумом, то этот пой, цена не замечает. И она пробьет этот уровень и будет стремиться к чистому пою, который не находится на эквилибриуме. Вот тут и есть многие ошибаются при определении. Вот таким образом, если вы определяете ваш dealing range, это неправильно. Надо работать с dealing рейнджами. Да? Мы знаем, что такое dealing range. Это свинг, два свинга, которые снимали ликвидность. Вот тут, если мы спустимся на H1, будет еще чище виднее. Вот здесь. Вот этот high снимает ликвидность перед собой. Затем спускаемся. И вот тут формируется еще один swing low, который также зачищает ликвидность вот здесь с левой стороны. Получается, вот здесь у нас уже формируется один маленький локальный dealing range. И мы должны его измерить. Если этот dealing range уже сбалансированный, то он уже отпадает от нашего расчета. Мы не берем, не включаем его в нашем расчете dealing range. Как это делается? Просто берем low и high этого dealing range и смотрим, был ли ребаланс этого. Что значит ребаланс? Да, это когда вот мы здесь определили range, и цена вернулась в противоположную сторону. Если цена находилась в дискаунте, цена должна подняться в премиум, там протестировать пой, и после этого уже разворачивается. И этот рейндж считается сбалансированным. Мы видим, что вот как раз-таки вот
наш рейндж, цена поднималась выше эквилибриума. Если на М15 посмотрим, то мы можем увидеть как раз-таки над вот эквилибриумом нашего рейнджа находится 15-минутный имбаланс. Вот он. Вот. И он как раз-таки был поем для ребалансировки. И таким образом этот рейндж уже отпадает от нашего расчета. Если он отпадает, мы теперь берем начало нашего рейнджа со следующего свингхая, вот отсюда, который зачищал перед собой ликвидность. Это важный момент, ребята. Это вот такие вот именно важные моменты при определении дилинг рейнджа являются ключевыми моментами. Если вы здесь допускаете ошибку, то весь ваш анализ потом уже будет неправильным. И вот теперь, вот смотрите, наш дневной имбаланс уже находится над эквилибриумом. Вот наш рабочий дилинг range сформировался здесь. Вот он. И теперь вот этот daily FVG находится над эквилибриумом. Он не пересекается. Значит, именно вот этот daily FVG и может быть ключевым поем для удержания цены. На следующей неделе мы знаем то, что когда наступает новая неделя, мы работаем в первую очередь с рейнджом предыдущей недели. Да, надо всегда... Вообще я могу вам сейчас дать такую инсайт, рекомендацию, да, и это, я думаю, поможет вам при вашем анализе. Что за совет это, ребят? Когда начинается новая неделя, да, вы должны сразу понять то, что новая неделя – это новая неделя. Она будет состоять из двух частей, либо из двух фаз. Первая фаза, она всегда будет нацелена на ребалансировку предыдущего рейнджа. Допустим, объясню. Вот у нас такой рейндж создается. Да? И вот здесь кончается неделя, отсюда начинается новая неделя. И первая фаза новой недели, она будет нацелена для ребалансировки вот этого рейнджа. Потому что здесь уже создался рейндж, и в начале недели цена будет стремиться всегда сделать ребалансировку рейнджа. Это первая фаза. Вторая фаза уже после ребалансировки начинается. Вторая фаза заключается уже на истинные цели дневного расширения. Первое, что будет делать цена в начале недели, это будет стремиться сделать ребаланс рейнджа. Второе, уже выполнить свою истинную миссию. Если цена находится внутри фазы дистрибуции от старшего таймфрейма, то она будет двигаться в сторону таргета. И как раз-таки, если мы будем смотреть на это через призму недельных профилей, то если это будет Classic Expansion Week, то с понедельника по вторник цена... Просто посмотрите на истории сами, сделайте бэктест. Не надо верить просто мне на слово, просто проверяйте на истории, как это все происходит. С понедельника по вторник, если это Classic Expansion Week, цена будет делать ребалансировку. Делает ребалансировку. Затем, начиная уже со вторника, цена выполняет свою миссию. Если же это midweek reversal, то с понедельника по среду цена делает ребалансировку, а со среды по пятницу выполняет свою истинную миссию, это охота за ликвидностью. Если вот так
Просто на истории сейчас пройдемся, покажу вам пример. Вот так сделаем. Вот, допустим, вот эта неделя. Как раз-таки это было начало, да, месячного цикла. Вот. У нас здесь был как раз-таки midweek reversal. С понедельника по среду цена, что она делала? Она делала ребалансировку вот этого рейнджа. Сейчас я вам покажу. Так, вот у нас high и вот low. Вот здесь у нас range. И вот это движение было направлено. Сейчас. Вот это движение на ребалансировку. Цена сделала здесь типа откат для ребалансировки цены. Потом разворачивается обратно. И вот это движение как раз-таки внутри недели для ребаланса. Потом со среды начинается истинное движение недели. Откат вглубь. Смотрим уже снова с новой недели. Так. Вот здесь цена. Так. Сейчас. Вот рейндж предыдущей недели. Что делает цена? Сначала цена работает вот с этим рейнджом. С этим. Так, как это сделать? Вот с этим рейнджом работает. Делает ребалансировку рейнджа, потом начинает свое истинное движение. Расширение в шорт. Вот тут мы снова формируем рейндж. Рейндж. Здесь начинается, продолжается, переходит на следующую неделю. И затем снова ребалансировка рейнджа. Ребалансировка уже происходит на второй половине здесь. Таким образом, цена двигается. Таким образом, нужно всегда обращать внимание на предыдущую неделю. Когда вы работаете так, в начале недели, когда делаете анализ, надо обращать именно на это. Что делала предыдущая неделя? Итак, здесь мы определили наш dealing range и определили POI, это часовой FVG, и можем отметить еще 4-часовой имбаланс, если там будет 4-часовой имбаланс, вот он как раз таки у нас вот здесь находится. Потому что диапазон дневного имбаланса, он, видите, он довольно-таки широкий. А нам нужно более узкий диапазон POI, чтобы точно видеть потом уже на младшем таймфрейме, куда приходит цена и где она находится. И поэтому лучше спускаться на чуть ниже таймфрейм, если у вас имбаланс на дневном, лучше спуститься на H4. Если на H4 тоже широкий имбаланс, переходим на H1. Если на H1 тоже широкий, то на M15. Вот. Значит, в первой половине недели мы ожидаем, таким образом определили range, либо откат вовнутрь рейнджа, потому что цена уже здесь пришла в диапазон rejection блока. Здесь мы сняли ликвидность, и отсюда может сформироваться откат как раз-таки. Так, на H1 мы должны увидеть, был ли здесь слом структуры. Слом как раз-таки у нас на H1 есть. Вот здесь цена сделала слом структуры через МСС. Да, плюс мы здесь еще сформировали SMT-дивергенцию, то есть все условия для разворота здесь уже были сформированы. Если разворот уже подтвердился, то мы должны потенциально отметить, докуда цена может сделать потенциальный ход в бычьем направлении.
И первые как раз-таки уровни сопротивления это будут, это 4-часовой вот этот имбаланс. Так. И daily FVG. Если цена пробьет эти уровни и закроется телом, то это будет считаться полным разворотом тренда. А если цена сделает, то есть покажет реакцию на этих пой, то это будет считаться откатом. Откатом, и это будет просто откатом движения внутри дистрибуции. Так, перейдем. Так. Так, здесь у нас началась новая неделя. Я быстро-быстро покажу, а потом уже перейдем на анализ. И вот тут, смотрите, у нас азиатская сессия и лондонская сессия находятся в консолидации. Тут уже было понятно, какой профиль будет формироваться здесь. Да? Кто, если изучал профилинг по ICT, то здесь был явные уже сигналы, что будет делать Нью-Йорк в такой ситуации. Да? Мои студенты, те, кто уже прошел курс, они здесь уже должны были прям не путаться, точно увидеть дневной профиль. Азия и Лондон находятся внутри рейнджа, вот этого рейнджа от Нью-Йорк PM сессии, вот этого, они никуда не выходят. И только в нью-йоркской сессии цена, так, сейчас давайте до Нью-Йорка, вот. Если спустимся теперь на M5, чтобы посмотреть. Так, как это читается, да? Вот здесь была аккумуляционная фаза, это была аккумуляция. И после аккумуляции мы должны всегда увидеть манипуляционную фазу. Манипуляция вот как раз-таки манипуляция была на buy side, то есть вот. Это считается манипуляцией. После манипуляции мы должны увидеть что? Мы должны увидеть слом структуры и displacement. Слом структуры у нас вот здесь дали. Вот мы закрылись телом ниже. MSS. Был, слом был. Окей, displacement был. Displacement, как мы видим, вот он. Раз, два, три свечи, внутри которых формируется у нас имбаланс. Так, сделаем пока. Значит, displacement есть. Можно чек-лист сделать даже и там отмечать. Типа вот так. MSS. MSS. Плюс затем displacement. Displacement тоже есть. Внутри DSL по ICT. Если кто-то не понимал, что такое А++ модель, это когда у вас формируются высоковероятные условия, рыночные условия, которые позволяют поймать трейд с большой вероятностью точно, который будет точно отработан. Именно вот когда вот эти все критерии будут отвечать на ваши требования. То есть все они вот должны поставить как с зеленой галочкой. Sweep ликвидности есть галочка, MSS есть галочка, Displacement Candles есть, FEG есть, значит вам остается сделать только Entry, вход. Вход, вот, у нас есть имбаланс, и мы можем просто теперь сделать от теста этого имбаланса поставить лимитку, стоп ставим за имбаланс. И по идее, если вы знаете, как работать по профилям,
То есть, если вы знаете концепцию профилинга, то вы должны знать, куда уже целиться, да, в этом случае, чтобы ваш take profit точно отработал. Вот сюда, если будем целиться, с большой вероятностью он должен отработать. Раз, 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 раз. У всех зависло? Почему у меня показывает? Странно. Сейчас тоже виснет? А, уже норм. Это, походу, буферизация в YouTube, не знаю, может, из-за этого проблема возникает. Скорее всего, из-за буферизации. Оп, 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 оп. Я бы вот так именно торговал бы. И когда формируются такие условия, это одно из самых идеальных условий, да, и это один из самых лучших профилей для торговли. Вообще easy. Но это редко формируется. Но если это формируется, здесь можно смело торговать прям, и ваш take profit будет на 90% отработан. Так, мы дошли. Вот здесь это классический PO3. Я не зря повторяю всегда, если вы изучите, да, хотя бы концепцию PO3, это как раз-таки PO3 концепция является первым уроком в моем курсе, то есть первым основным э, уроком внутри курса. Даже зная только одну вот эту концепцию PO3, можно зарабатывать довольно-таки хорошо, качественно и на долгой дистанции. Вот. Просто торгуя по PO3. Аккумуляция, манипуляция, дистрибуция. Аккумуляция, манипуляция, дистрибуция. Это все каждый день будет формироваться. Главное натренировать свой взор, либо выработать насмотренность именно внутри этой концепции. И вот, пожалуйста, здесь бы 1 к 5, вот, 1 к 5 РР можно было бы заработать, поймать это все движение. Окей, теперь еще один важный момент, ребята. Смотрите, когда оставалось совсем чуть-чуть до нашего пой, цена что делает? Она разворачивается. Она делает разворот. Для чего это сделано? Почему цена сразу не забрала вот это все? Кто знает ответ? Можете дать свои варианты. Почему цена сразу одним оставалось всего лишь там пару шагов, да? Если бы он просто плюнул бы здесь, он бы достиг вот этого таргета. Как раз таки здесь, видите, равные хаи. Equal highs, это явная ликвидность. Но почему цена не забрала его и развернулась полностью? Кто знает? Ваше предположение, ребят. Как вы думаете? Другой актив, то есть другой актив дошел до этого пой, имеется в виду?
Почему медленно? Скорость бешеная. А чё он тормозит, я не понимаю. Да, показывает, что зависло. А, вот теперь все. Теперь нормализовалось. Понедельник внутри фазы аккумуляции. И поэтому цена здесь формирует ликвидность. Ее задача здесь заманить с обоих сторон трейдеров, чтобы они разместили свои стопы и на buy side, и на sell side. Если посмотреть, видите, вот этот high уже вот с этими двумя формирует equal и плюс relative, то есть относительно равные хаи формируются. И тут дополнительно накапливаются стопы тех, кто зашел в шортовом направлении. Здесь, тут, здесь накапливаются стопы. Поэтому это цель понедельника была аккумуляции, и здесь формируется как раз-таки ликвидность внутри аккумуляции. Стопы накапливаются для будущего движения. Так, перейдем на 15. Что происходит, смотрите, начинается новый день, и в первую очередь в новом, да, так, сейчас вот. Так как понедельник у нас был аккумуляционным днем, то у нас и в buy side, и в sell side этого дня формировалась ликвидность, это была аккумуляция. Аккумуляция, и как раз таки вот тут была накоплена ликвидность. Эта ликвидность была sell side ликвидностью. Вот она. И что делает цена? Она зачищает эту ликвидность. Вот этим движением спускается, делает прокол, зачищает всю ликвидность здесь и потом делает разворот. И тут формируется как раз-таки слом структуры и все прочее. Здесь формируется SMT-дивергенция. Так, сейчас вот, перейдем на Dow Jones. Почему он не берет у меня все? Выйти. Начать заново. Вот так. Вот теперь видит. Теперь он видит. Вот тут, видите, у нас была сформирована SMT-дивергенция уже так в Нью-Йорк PM сессии между Dow Jones и S&P 500. SMT-дивергенция есть. Слом уже тоже вот сформировался. Значит, отсюда начинается у нас разворот. И то, что мы думали, да, предполагали, что это здесь аккумуляция, это подтверждается. Вот тут у нас слом МСС. И дальше расширяется цена. Плюс еще один так, анализ хочу вам показать. Да. Как формировался у нас понедельник по квартальной теории. По квартальной теории здесь была XAMD модель. Как раз таки здесь был явный пример пример к моему последнему уроку.
То есть на первый взгляд это кажется как аккумуляция, да, но на самом деле это было X. XAMD модель. Манипуляция была как раз в нью-йоркской сессии, затем расширение. И тут мы видим то, что опять начинается Азия Q1 с расширения. Индикатор вот как раз-таки показывает. Кстати, доработал этот индикатор, он уже то есть вероятность точности, она здесь уже завышена. Индикатор начал работать правильно. И здесь показывает, что первый Q1 это X, значит Q2, лондонская сессия будет аккумуляцией. Поэтому можем смело крутить в лонг. Здесь имбаланс. Нам остается лишь увидеть тест имбаланса. Вот как раз здесь цена тестирует этот диапазон имбаланса. Вот, тестирует. Бам. Можем войти в позицию. И дальше. Куда мы можем нацелиться здесь? Нью-Йорк Judas Swing. И самый ближайшая ликвидность это вот как раз с ликвидной сессии PM-сессии и ланчевской сессии. Но в PM как раз таки у нас есть вот равные хаи. Мы можем сделать таргет к ним. Так. Стоп вот сюда, за этот имбаланс. Длинная позиция. 1 к 4 получается почти. Так. Вот здесь, смотрите, полностью сначала ребалансировали наш имбаланс. Стоп был выбит, но потом цена снова возвращается. Вот этот хвост уже, который был сформирован, он уже является rejection блоком. Rejection блоком. Кто смотрит мои рекапы, я говорю то, что rejection блок это является магнитом для цены. Имбаланс уже у нас отпадает. Вот этот rejection блок теперь. Мы работаем с ним. Вот поймали бы здесь, если бы вы поймали стоп, то как потом дальше, да, в таких ситуациях работать? Пой уже rejection блок. От теста этого rejection блока надо и работать. Делим его на квадранты. В первом случае вот это движение, она не достигла EOFET 0.25 уровня. Поэтому здесь было бы опасно заходить. Вот второе движение, она как раз-таки и 0.25, и 0.5 уровень был протестирован. И вот здесь можно было поймать это движение. Опять-таки с таргетом, куда мы нацеливались. Если на М1 было бы это было бы вот так. Так. Вот тут зашли. И take profit. Куда я нацелился? Где эти равные были? А, вот. Стоп. Вот здесь стоп, где мы зашли. Блин. Стоп за rejection блок надо ставить. И вот мы как раз достигли таргета и протестировали 0.5, то есть даже не 0.5, а это 0.75 будет. Уровень нашего диапазона дневного FG.
А здесь чуть-чуть оставалось совсем, не доходя до него. Но самое главное, вот 0,5 уровень он достиг. И посмотрим, как здесь цена вообще закроется на этом уровне. Вот здесь. Тейк отработал. Ланч сессия. И PM. И тут день уже сейчас закроется. Вот. Все. Цена разворачивается. И мы видим то, что дневной имбаланс удерживает цену. Именно дневной имбаланс. 4-часовой наш имбаланс, он не удержал цену. Цена показала короткую реакцию на этот диапазон, но не удержала. А Daily FVG все еще удерживает цену здесь. И еще раз пробежимся. Значит, анализ по квартальной теории точно показал, как будет двигаться цена. Значит, это была азиатская сессия была X, а лондонская сессия была аккумуляцией. И как раз-таки в Нью-Йорке мы сделали манипуляцию в sell side и дистрибуция в long. Теперь смотрим. Так, что будет в среду? Почему так медленно? Вот. И снова у нас, если делать анализ по квартальной теории, азиатская сессия приходится X, лондонская сессия аккумуляция, и мы должны, значит, увидеть в Нью-Йорке манипуляцию. Спускаемся на M5. Значит, должны отметить, вот у нас манипуляция. Вот здесь начинается. Все нормально. Нам нужно увидеть здесь слом структуры. Значит, слом у нас будет вот здесь. Вот этот swing high, который формирует этот swing low. Если цена сейчас пробьет этот уровень, у нас подтвердится слом структуры. И плюс вот здесь у нас уровень цист еще. Так, теперь у нас новый свинг сформировался для слома. Вот этот уровень. Как раз таки он зачищает ликвидность перед собой. И мы сформировали новый лоу. Здесь уже цистом будет как раз таки вот эта медвежья свеча. Посмотрим, если будет поглощение. Ага, вот, есть поглощение. Тут у нас формируется как раз таки слом структуры. Блин, M5. Сейчас на M1. M3. Вот тут, видите, серия свечей, этих бычьих свечей. Внутри них не формируется такой, ну, нет одной свечи, где формируется имбаланс. Единственная свеча, вот она. Это и есть displacement candle. Это признак
сигнала со стороны алгоритма. Вот он. Мы подтвердили здесь слом структуры. Так, M3. Вот здесь. Слом есть через cis, через MSS. И как раз-таки после формирования этого имбаланса цена возвращается, тестирует его. И вот здесь был бы самый лучший вход. Либо от него, либо со следующей свечи. Если увидим то, что цена разворачивается, вот тут нужно входить. Это был бы правильный вход. Теперь таргет. Куда таргетироваться? Так, вот здесь у нас, видите, открытая ликвидность. Но у нас уже здесь имеется SMT-дивергенция. Ладно, сду, если уже есть. Вот. Мы смотрим, делаем анализ всегда с S&P 500, да? S&P 500, он уже ближе к этим таргетам. Вот сюда. Вот он достиг. Есть, вот тут надо анализ, когда делаете, смотреть, какой из них быстрее может достичь вот этой ликвидности. Если вы открыли, допустим, на NASDAQ свою сделку, но S&P 500, он гораздо ближе к этим таргетам, надо быть осторожным. Если он уже достигнет, а NASDAQ не достигнет, лучше закрывать вручную вашу сделку. Потому что будет уже сформирована SMT-дивергенция, и тренд может развернуться. Поэтому лучше следить, как будет развиваться цена, ценовое действие. Смотрите, уже есть SMT-дивергенция вот тут. Вот. Мы обновили этот high, а NASDAQ, он еще не дошел до него даже. Вот. Лучше ставить на самую ближайшую ликвидность. Это сессионная ликвидность Азии. В таких ситуациях. В принципе, он и отсюда может сейчас развернуться. Но у нас снизу есть еще имбалансы. Вот. Цена пока реагирует на них. Так, М15, М15. Снова обновили мы это. И тут вот здесь мы должны теперь быть осторожны. Если мы сейчас увидим слом структуры в шорт, то все, значит здесь это SMT-дивергенция выполнила свою миссию, и тренд развернется. Ничего. Но структура, мы видим, что структура ломается. Окей. Давайте пропустим этот момент. У нас уже есть SMT-дивергенция с S&P 500. Дальше, ну-ка, что будет на следующий день? Перейдем. Блин, опять зависает. Что за херня это? Я хрен знает, из-за чего это. Итак, формируется у нас новый день. Четверг. Так. Тут, смотрите, тут важный момент. Теперь сейчас я на 15 перейду. Все остальное мы можем теперь... Так, вот это все удалить. Ой, бля. О, это тоже нам не надо. Вот здесь у нас сформирована уже LMXM модель. Левая сторона. Блин, может удалить это все-таки? Да, нахрена. Так. Вот мы пришли как раз к этому диапазону. Дневной FVG. Бля, не FVG, FVG.
Вот он. Окей. На H4 что показывает здесь? Свечи что показывают? Тук-тук-тук-тук-тук-тук. На H4, видите, все свечи, они удерживаются в этом диапазоне. Ни одна свеча не смогла закрыться телом выше. Выше. Плюс, тут очень интересный момент, и здесь как раз-таки была подсказка. Вот. На M5, может быть, еще лучше будет видно. Да, вот здесь еще чище, еще лучше. Вот смотрите, ребята. Вот это кривая MMXM модели. Вот она, кривая. Кривая покупок называется. Здесь формируется кривая продаж. И вот здесь у нас как раз-таки фаза, первая фаза реаккумуляции, редистрибуции. Вот она, вот эта фаза. И я как раз-таки уже несколько стримов подряд показываю эту логику. Когда у нас есть первая фаза реаккумуляции, редистрибуции, то цена сначала снимает sell side этой фазы, затем возвращается обратно вовнутрь рейнджа. И как раз вот здесь формируется отложенная доставка. У нас еще ниже тут есть, вот, сейчас я сделаю вот так. Имбаланс 4-часовой, вот он. И цена как раз-таки достигает его уровня, вот, формируется rejection свеча, признак отложенной доставки, вот, пожалуйста. Здесь снова через отложенную доставку. Один и тот же сценарий повторяется уже почти 3 или 4 недели. Так, вот оно, H4. Цена приходит. Здесь есть разделим на квадранты. Вот, 0.25 как раз. Institutional Order Flow Entry Drill уровень. И отсюда цена разворачивается. Что делает? Целью вот этого движения обратно была сессионная ликвидность. Вот она. Вот тут мы делаем как раз таки Turtle Soup. Вот он. Если кто-то понимает концепцию Turtle Soup, Turtle Soup, разница от стоп-ханта в том, что Turtle Soup, он работает с рейнджом. Рейндж. Он зачищает сначала одну сторону рейнджа, потом вторую сторону рейнджа. Понимаете? Вот тут формируется Turtle Soup и начинается продолжение основной доставки. Основная доставка у нас в sell была направлена. И дальше у нас должна, да, начаться реализация доставки в sell side. Первую часть, первая фаза, помните, когда мы в начале стрима, я вам говорил, мы делим на две фазы, либо на две цели недельное движение. Первая фаза это ребаланс. Как раз мы здесь уже сделали ребаланс. И теперь начинается здесь вторая фаза, фаза расширения недели. Если фаза расширения недели, то первым явным таргетом, смотрите, что у нас вообще тут, да, нарисовано. Вот здесь уже мы сформировали равные лои. Раз, два, три. Поэтому это будет как раз-таки нашей целью должно быть. Потому что здесь ликвидность, 20-дневная ликвидность ИБДА находится. Вот так. Вот. Вот, 15-минутного вот этого имбаланса. Вот. И отсюда начали движение в шорт.
Так, затем вот тут цена получает реакцию от rejection блока вот здесь. Вот он. И делает откат ровно, если мы разделим это на премиум и дискаунт. Вот цена. Сейчас я даже сделаем вот так. Цена поднимается в премиум. Тут снова тестирует имбаланс. Выше у нас BPR-зона, поэтому цена не поднимается выше. Вот от этого 15-минутного имбаланса снова получает реакцию, и мы обновляем наш вот этот локальный лоу. После обновления цена снова, если мы вот сделаем теперь, где этот премиум? Вот так. Снова будем работать, если премиум через дискаунт. Цена возвращается снова в премиум, снова на внутрь диапазона 15-минутного имбаланса. Вот. И отсюда начинается снова падение. Это самый типичный order flow. Если вы знаете, да, будете знать, как надо работать по order flow, то тут проще всего работать внутри order flow. Самые идеальные моменты это всегда поймать, ловить движение от теста имбаланса, либо от теста ордер блока. Либо вот тут можно было поймать, либо здесь поймать. Окей, даже если вы здесь не смогли поймать движение, вот тут снова формируется у нас имбаланс. И вот эта свеча 9.30, это начало нью-йоркской сессии. Тут можем поймать вход в шортовом направлении. А куда здесь целиться? Я бы целился сразу вот на этот sell side, да? Но это будет неправильно, потому что на пути к нашему таргету у нас стоит вот здесь снова rejection блок. Вот он. Сейчас на 30-минутнике он будет виден. Вот он. Вот. Это снова зона сопротивления. Отсюда цена может развернуться с большой вероятностью. Поэтому если ставим таргет хотя бы до половины его. И как раз таки смотрите, что делает цена. Она забирает наш тейк и разворачивается. И так закрывается день. Почему цена развернулась отсюда? Причина это rejection блок был. Вот этот. Вот. И таким образом MXM модель, она еще не сработала. Мы находимся внутри MXM модели. MXM Sell Model. Вот. Target. Этот low. И вот здесь у нас вот 20-дневная ликвидность. В четверг мы не смогли достичь. Значит, смотрим, что у нас в пятницу нарисуется. Так. Снова через XAMD модель формируется день. И манипуляция. Вот тут мы видим то, что снимается ликвидность вот этим движением. Вот эта ликвидность зачищается. И если мы здесь увидим слом структуры, подтверждение слома, то мы можем попытаться найти вход. Смотрите, это М15, блин, сейчас. На М3, на М3. Так, на М5 может быть чище будет. Так.
Вот этот лоу у нас, уровень МСС. Хотя, так, да, на М5 есть вот как раз таки этот лоу. И вот этот уровень МСС, он поглощается телом свечи вот тут. Да. Можно вообще вот этот лоу брать, и мы здесь видим то, что здесь тоже цена поглотила ее сначала. Затем вот здесь у нас формируются displacement candle, и внутри них, вот имбаланс первый, потом вот здесь маленький имбаланс, еще один, вот он. Вот здесь уже на М1 либо на М3 будет balanced price range. Вот эти диапазоны, они сбалансированы уже. Так. Жалко. Почему не видно, блин, на М3? Вот здесь вот эти бычьи свечи, это ордер блок. Вот он, ордер блок. И как раз таки цена возвращается, тестирует этот ордер блок, и отсюда начинает движение в шорт. Вот здесь был бы идеальный момент для входа. Вот здесь на М1. Поэтому вообще рекомендую вам тренироваться на младших таймфреймах, чтобы усовершенствовать свою логику входа, чтобы точнее ловить идеальный момент, и тогда у вас будет РР очень мощным. То есть стоп-лосс будет короткий, а позиция тейка, оно будет очень длинным, широким. И вы будете рисковать минимальной суммой, минимальным депозитом, чтобы получать максимальную выгоду. Это все дается только когда вы научитесь работать на младших таймфреймах, на М1, на М3, а вообще идеально на секундах, если вы будете это все делать. Ну, на М1 тоже это идеально, если научитесь. Вот здесь был бы самый отличный вход. Так, на М3, что дальше? Даже если, смотрите, здесь не успели поймать движение, вот, снова цена расширяется, формируется опять имбаланс, вот он, и цена обратно возвращается, тестирует. Но вот этот ордер блок, он, видите, свеча не проходит телом, он удерживает. Это и есть правило order flow, вообще закон order flow. Затем снова формируется вот тут имбаланс, цена возвращается, отсюда сейчас реакцию, какая-то маленькая реакция должна быть. Вот, и снова падаем вниз. Когда цена находится уже в фазе расширения, это проще всего торговать. Нужно только потренироваться, понять логику. Во, мы возвращаемся опять сюда. Так, на М5. Ну-ка, на М15 может тоже будет. Ну-ка. Здесь было SMT, прям дикое SMT было с Dow Jones и с S&P 500. Вот. Было сформировано SMT. И вот тут можно было после SMT поймать вход. На М5 был слом уже. Вот displacement candle формируются. И внутри них формируется вот имбаланс 15-минутный. Мы еще не достигли нашего таргета. Вот достигли уже здесь. Окей. Так, сейчас сделаем вот так.
Тут ниже был еще диапазон дневного. Сейчас вот так сделаем. И мы поймем, где у нас находится этот daily. Вот он. Вот он. Как раз здесь дневной имбаланс находится. Вот. Daily имбаланс. И таргетироваться можно было как раз на этот диапазон дневного имбаланса. Потому что мы ликвид 20 дней уже зачистили, а цена еще находится в фазе дистрибуции. И order flow, правило order flow еще работает. А тут уже все, сессия закончена. Вот таким образом можно было прочитать данную неделю и проторговать. И здесь снова опять квартальная теория. Недельная модель была AMDX. У нас была в начале недели аккумуляция. Так, вот это все удалить нахрен. Вот заново. Была аккумуляция. Затем была манипуляция. И дистрибуция. О. Все просто. А bias вообще целый месяц bias был шортовый, да, и этот анализ подтверждалось через концепцию ИБДА. У нас как раз в открытом канале вчера один из моих студентов написал про это. Вот этот парень. Он пишет отзыв. Он говорит, я просто хочу сказать спасибо. Мне за очень полезный курс ИБДА. Весь месяц я получал ежедневное смещение в соответствии. То есть, так, whole month I got my daily bias. Вот. На протяжении всего месяца он получал точный дневной bias, куда цена будет двигаться. Если вы знаете направление байеса дневного, то дальше остается совсем чуть-чуть. И как раз-таки курс ИБДА Лукбек дает, я вам говорил, то, что он дает понимание цены в старших таймфреймах движения. То есть куда цена двигается от старшего таймфрейма. То, что мы торгуем внутри дня, это все следствие старших таймфреймов. Если вы знаете, куда направляется старший таймфрейм, то у вас уже будет направление внутри дня. То есть байс внутри дня он у вас уже будет ясным. Так. Удаляем. И что у нас, вот смотрите, так, это месячный. На месячном таймфрейме у нас есть единственный баланс, вот он. Затем на недельном таймфрейме мы закрылись телом ниже предыдущей свечи. Вот. Все указывают на шорт направление. И помните, сейчас я покажу вам. Если кто-то помнит, вообще я на прошлом рекапе, либо позапрошлом, как раз таки говорил про это. Так, давайте сделаем вот так. Так. Я говорил как раз, если вот первая неделя была X продолжением, вторая неделя была аккумуляцией, третья вот эта неделя манипуляция. Вот. Но мы еще не достигли
месячного FEG. Мы можем на следующей неделе как раз у нас будет так, вот, ставка Федрезерв и... Ага, о, блин, да, на следующей неделе, 29 июля, будет очень сильная новость. Будет решаться как раз-таки ставка Федрезерва. На фоне этих новостей обычно бывают очень сильные волатильные движения. На фоне него могут сделать манипуляцию, как раз достигнем месячного FEG, и затем разворот, и манипуляция завершится. Либо мы можем еще глубже упасть. Так, сейчас покажу, куда это. На недельном таймфрейме мы можем еще сильнее. Просто вот тут есть уровни BPR. Я думаю, эти уровни не позволят цене не упасть ниже. Но если вдруг цена упадет, пробьет эти уровни, то вот это как раз-таки этот имбаланс недельный, weekly, должен удержать цену. Потому что вот здесь уже точно BPR-зона. Вот это все, этот диапазон уже сбалансированный. И цене, в принципе, нет необходимости спускаться так глубоко. Потому что это все сбалансировано здесь. Она может просто сделать тест этого месячного вот этого имбаланса и отсюда развернуться. Вот это движение внутри этой недели. Если бы делали бы анализ опять через ОТЕ, вот смотрите, откуда она разворачивается. Что? Так, на дейли что у нас есть? Есть у нас какие-то там... Так, это удаляем. Теперь, на дневном таймфрейме что у нас есть? На дневном, смотрите, мы здесь снова сформировали имбаланс. Вот. Имбаланс. И цена опять может вернуться в диапазон этого имбаланса и потом продолжить свое движение. Плюс мы сейчас находимся опять в диапазоне, как я говорил, дневного имбаланса. Вот. Отсюда, если цена покажет реакцию, либо цена сделает свип ликвидности предыдущего дня и потом пойдет в эту сторону, а отсюда снова падение, либо сразу вверх, но потом снова падение. Падение прям это точно должно быть. Итак, сделки студентов. Посмотрим, быстренько пробежимся. Четверг. Вторник. Вот, начинается наша неделя с сделки Шривант. Он здесь вот как раз в понедельник торговал в лонг. Вот здесь он лимитки расставил, куда цена должна прийти. И вот его лимитки все здесь отработали. Вот самый последний хай. Вообще очень хороший прогресс. О, это Андреас. Здесь он уже работал наоборот, в противоположный вход. Он как раз он правильно сделал анализ. Была аккумуляция, low resistance ликвидность, и здесь ловит вход. 5-минутный таймфрейм. Идеальный вход, я считаю. Прям в пике ловит это. И вот как раз сопровождает свою сделку до шарта. Хорошая сделка.
Шриванс. Это вот как раз его предыдущие анализы, его отработка. Так, это понедельник был, вторник. Снова Шриванс открывает. Вторник. Трендовая ликвидность, он указывает, здесь выработана, и плюс дневной BPR. Потом здесь ловит шортовое направление, как раз в Нью-Йоркской сессии. И вот отработка его. До Take Profit 2 цена не дошла, а здесь уже выходит с безубытком. Так, сделки Романа. Он здесь отмечает, что цена должна прийти сюда. Финиш. Как раз здесь находится Daily FEG. Так, это Денис. То же самое анализ, ликвидность. Low resistant. И здесь вот. И тут отработка. Это вот, пожалуйста. Хорошая сделка. Добрый вечер, друзья. Анализ сделал по новому уроку квартальной теории. Отлично отработано. Намного легче читать график. Это сегодняшняя сделка. Впервые беру столько пунктов. Правда, немного не досидел до таргета, измучило. А все так красиво начиналось. Все приходит с опытом. Вот моя сделка. Вот где здесь лимиткой зашел, потом дополнил. И как я показывал на рекапе, как раз таки вот это все было отработано. То, что я вам показал на рекапе. Вот. Таргет был sell side аккумуляций. Так, а это у нас Архан. Во, Архан тоже поймал. Шортовое движение. И вот его $760. О, Пратик. Этот парень, кстати, он вот недавно закончил полный курс. И сейчас начал уже делиться своими сделками. И его сделки прям очень впечатляют. Я должен отметить это. Вот его анализ, как он делает анализы. И вот отработки. Молодец. Люди, смотрите, это он совершенно не понимает русского языка, но вот смотрите, кривая. Ну, просто нет слов. Просто молодец. В лонг заходит здесь, вот он. Лимит, стоп здесь. Это Евгения. Она поймала, вот, зашла. Опять зависла. Заебал. Парам-пам-парам-пам.